Друзья, всем привет! Сегодня смотрим обзор одного из самых дорогих отелей Мальдивских островов. Это отель Ритц-Карлтон. Меня поразили виллы в этом отеле. Их дизайн – это что-то. Но и главное, этот отель находится недалеко от Мале. Смотрим обзор. Сюда очень удобно добираться. Кстати, прошу обратить внимание, во всех отелях Мальдив левостороннее движение. Если вы на велике едете, то едьте по левой стороне, дабы избежать ситуации столкновения с багги или со встречным велосипедистом. Мы находимся на стандартной береговой вилле. А стандартная береговая вилла – это вилла площадью 155 квадратных метров. И площадь этой виллы вместила в себя все, абсолютно все. Посмотрите, какой великолепный дизайн, окна в пол, вид на океан. У меня мурашки по коже. Смотрите, как понравится всем вашим половинкам вторым. Вот это вот ванная с видом. Огромный гардероб, душевая на улице. И все это в 155 квадратных метрах площади. Посмотрите, какая классная планировка. Очень удобно сделан гардероб. Тут же умывальники на двоих. Такие халаты шикарные просто. Обратите внимание, комплементарно от отеля вот такие фирменные Ritz пляжные сумочки, мужские шляпы и женские шляпы. Пляжное полотенце также здесь. Смотрите, как удобно. Если ваша обувь после перелета немного помялась, вот есть такие удобные распорки для обуви. Огромные зеркала. Тут же расположен с одной стороны туалет и с другой стороны душевая. Тропический душ, обычный душ и проход на улицу, там еще один тропический душ. Естественно, удобно, если вы вышли, поплавали в океане, окунулись в бассейне и потом решили ополоснуться, можно, не заходя на виллу, зайти с улицы, попасть под тропический душ. Вау, посмотрите, какая красота. Шикарный бассейн, великолепный дизайн, вид на океан, приватность просто изумительная. Соседи даже близко не видны. Выход на пляж. Обратите внимание, какой здесь классный песок. Это особенность этого отеля, я вам скажу. И большой плюс, прям белый-белый коралловый песок. Это вилла на рассвет. Кстати, я люблю на рассвет виллы. Объясню почему. Солнце восходит, и вы можете с утра загорать. Обратите внимание, что на Мальдивах очень сильный UV-индекс солнечный. И реально, если вы хотите в первые дни загореть качественно, не обязательно мазаться солнцезащитным кремом, но обязательно позагорать с 8 до 9, максимум 10 утра. С 9 до 10 утра вы уже можете сильно обгореть. И я не говорю о том, что после 10 утра UV-индекс просто начинает зашкаливать на Мальдивах, и до 3 часов дня категорически запрещено загорать. Либо нужно использовать крема 50, либо 70+, но они вам не помогут, и вы можете получить сильные ожоги кожи. Сейчас мы покажем вам этот отель подробно, но сразу скажу, наша задача не просто сделать красивую картинку. Мы всегда смотрим на отель с точки зрения реального отдыха. Кому он подойдет, кому не подойдет, насколько здесь хороший риф. А также питание, логистика, сервис и общая атмосфера. Потому что на Мальдивах легко ошибиться. Один отель идеальный для пары, другой для семьи с детьми, третий для снорклинга и дайвинга. Мы живем на Мальдивах уже более 3 лет. Были в 50+ резортах. Снимаем обзоры отелей и организуем здесь рыбалку. Поэтому видим отель не только через красивую картинку, а через реальный опыт, где действительно сильный сервис, где хороший all-inclusive, где удобнее с детьми, а где отель вас может разочаровать за свои деньги. Если вы планируете отдых на Мальдивах и хотите подобрать отель без ошибки, оставьте заявку по ссылке под видео. Мы подберем для вас 2-4 варианта под ваши даты, бюджет и формат отдыха. А в этом обзоре сейчас разберем конкретно этот отель, кому он подойдет, какие у него плюсы и минусы и стоит ли его рассматривать. В мини-баре все включено, кроме алкоголя. Легко запомнить, то есть вы можете каждый день обновляется мини-бар один раз.
Можете брать вот чипсы, орешки, пожалуйста, какие-то безалкогольные напитки. Но все, что уже начиная от пива, это уже платно. И не во всех отелях берут депозит. Нас взяли с 2 вилл, депозит всего лишь $800. Давайте покажу вам, что входит комплиментарно для гостей. Конечно же, первый комплимент, когда вы попадаете на виллу, это какие-то сладости, фрукты. На каждой вилле комплиментарно шампанское Ruinart. Это великолепное шампанское с очень интересной историей. Можете погуглить на YouTube. Искушенные этим шампанским, немного его отопьем. И сейчас пойдем вам покажем виллу на воде. Друзья, не забывайте подписываться на канал, обязательно ставьте лайки, ведь это лучшая мотивация для меня снимать для вас новые обзоры. Назовите, пожалуйста, 3 причины, почему стоит именно сюда попасть, посетить именно ваш отель. Какие особенности? На самом деле очень много причин, почему сюда нужно приехать. Во-первых, это архитектура и дизайн. Уникальные виллы, виллы круглой формы. Ну где еще есть такие виллы? Ну, то есть наш отель можно узнать из тысячи, из других островов. Сразу видно. Номер 2, наверное, коллаборации с гуру, вот, с известными людьми, которые гостям дают что-то дополнительное. То есть гости уезжают с какими-то определенными навыками. Да? Вот, например, мы недавно делали серф-кэмп. А третью причину, это, наверное, я бы сказала, сервис. Все береговые и водные стандартные виллы имеют идентичный дизайн и планировку, а уже виллы с 2 спальнями отличаются полностью планировкой и дизайном. Эти виллы сделаны по кругу, очень красиво. На крыше каждой виллы есть солнечные батареи. Вообще отель максимально укомплектован солнечными батареями. Солнечные батареи дают экономию примерно 15% электричества. Расскажите про рестораны. Я, как уже знаю, их 7. А на завтраках работает 1 ресторан. Завтрак Ла Локанда. Это итальянский ресторан. Это итальянский ресторан. Рядом с ним китайский ресторан. Рядом китайский, где подается кантонская кухня. Во время открытия нам помогал шеф, который из Сингапура, Summer Pavilion. У них тоже ресторан в Сингапуре с 2 звездами Мишлен. И этот шеф помогал нам делать меню. Поэтому очень вкусное, замечательное. У нас в основном наши гости проживают на полупансионе. Это завтрак и ужин. А с фестив сезона, то есть новогодний, полупансион не входит. Завтраки. Только завтраки, да. Причем у нас нет ограничений по ресторанам. Если, например, гости хотят неделю ужинать в японском ресторане, то они могут ужинать неделю в японском. Доброе утро. Мы пришли на завтрак. Завтрак в главном ресторане. Вид на океан и на рассвет. Давайте посмотрим, что есть в этом ресторане. Здесь огромный шведский стол. И вот мы ходим, уже тут сняли все перебивки и думаем, ну как же эту красоту вообще реально всю попробовать. Красивая подача, великолепно все приготовлено. Но еще только светает, таких завтраков у меня еще не было. Учитывая, что острову 4 года, и учитывая, что здесь ничего не было, просто был риф возле океана, про это мы еще отдельно поговорим, про то, как строился Ритц-Картон, потому что это отдельная, очень интересная история. Ну что, я пытаюсь понять, для чего здесь еще меню. Это уже надо совсем тогда надолго приезжать. Но на самом деле я заказал себе 2 яйца бенедикт с лососем и авокадо и сделал вот такую тарелку на завтрак. Много зелени, несколько видов семечек, орехов. Полил это все трюфельным маслом, выбрал несколько видов сыра, ну и добавил все овощами. Я считаю, великолепный завтрак получился. Сам себе шеф.
Мы находимся на водной вилле. Вилла площадью 150 квадратных метров. Это на 5 метров меньше, чем береговая вилла. Но я их здесь не вижу разницы, конечно. Абсолютно такой же идентичный дизайн и планировка, но вид на океан. Посмотрите, какая красота. У нас достаточно удобный спуск в воду. Вот такой вот гамачок, на котором можно отдохнуть и ночью посмотреть на звезды. Это очень романтично. Ну и посмотрите, вот тут очень хорошо виден песок. То есть вы спокойно с виллы можете, не боясь, занырнуть в воду и поплавать. Тут очень-очень хороший пляж. У меня часто бывает такая ситуация с гостями на Мальдивах. Они бронируют дорогой отдых за десятки тысяч долларов, прилетают в хороший резорт, а через пару дней пишут мне: слушай, а что тут еще делать? Нам немного скучно. Или организуй мне рыбалку. И чаще всего проблема не в отеле. Важно заранее понимать не только, где вы будете жить, но и что вы будете делать. Если в поездке нет события, которое потом хочется вспоминать, через несколько дней все начинает сливаться. Один и тот же пляж, еда, номер, бассейн. И для многих таким событием становится рыбалка. Это не просто выйти на лодке на пару часов. Это океан, ожидание, борьба, эмоции, улов на борту. И история, которую реально потом рассказывают друзьям. Но хорошую рыбалку на Мальдивах нельзя просто добавить в последний день. Нужно заранее понимать, из какого отеля удобно выходить, какая лодка свободна, какой формат рыбалки вам подходит, сколько займет дорога и подходит ли сезон. Поэтому, если хотите совместить нормальный отель и хорошую рыбалку, оставьте заявку по ссылке в описании. Мы посмотрим ваши даты, бюджет и пожелания. А после предложим варианты, где рыбалка и отдых реально сочетаются. Сейчас посмотрим спа отеля. Это Ридс-Карлтон спа. Посмотрите, как красиво оформлен вход в спа. Пойдемте. Спа-отель состоит из 9 номеров, один из которых номер Сьют. Это огромный номер. Все номера для пар. Давайте посмотрим. Мы сейчас находимся в одном из стандартных 8 номеров спа. Всех гостей встречают вот такими красивыми надписями на полу из камней. В стандартном номере есть гардероб и душевая кабина. А сейчас давайте пойдем посмотрим Сьют номер. Это большой номер, который в несколько раз больше стандартного. Он только один в этом спа. Посмотрите, какой большой массажный номер на двоих. Небольшая гостиная зона на входе. 2 великолепных массажных стола. Далее ванная комната. Есть много всяких нюансов всегда в спа, но вот тут обратите внимание, что вы будете лежать на массаже и смотреть вот на эту красоту. Во многих отелях массажные комнаты – это как отдельно стоящие виллы. В Ридс-Карлтоне это сделано как огромное отдельно стоящее здание над водой. И вот разделено, но я бы сказал, тоже на такие как отдельные большие виллы. Есть сауна, есть гардероб достаточно большой, где можно переодеться, душевая кабина и ванная, где можно релакснуть. Также в спа есть кабинет, где можно сделать маникюр, педикюр и укладку. Поэтому, прекрасная дама, если вы сюда летите надолго, не переживайте. Тут есть все для того, чтобы вы оставались на отдыхе красивыми. Ну что, нормально постригли, вот все, укладка удалась. Идем дальше. Вчера мы видели очень интересный ритуал, который проходит ежедневно, да, в отеле? Ежедневно, кроме четверга. Ритуал вот этот вот, который называется defining moment, это ключевой момент. Каждый вечер на закате ребята поджигают круг и при этом играют на барабанах бадуберов. То есть что это значит? Это переход с дня, когда гости активно занимаются снорклинг, дайвинг, рыбалка, к вечеру, когда уже садится солнце, и можно уже наконец-то выдохнуть,
подумать о чем-то глубоком, поговорить, провести время с любимыми людьми, то есть расслабиться наконец-то. И мне вчера понравился певец, что он там, «Калинка-малинка» пел, по-моему. Ну, короче, русские песни, я думаю, боже мой, как классно. И я выхожу, он такой весь совсем не «Калинка-малинка». Это просто, знаете, Ребята, такой... Black Beats называется, хорошие ребята очень. Такой у нас небольшой старт. Это шедевр. Давайте посмотрим детский клуб, в котором, кстати, есть русская няня. Очень интересно сделан. Сейчас увидите, что внутри. Это стоит посмотреть. Детский клуб разделен на две зоны. Одна зона находится под солнцем, в закрытом помещении. Тут очень свежо, работают, естественно, кондиционеры. И если сильное солнце или жаркая погода, вот тут детям тоже есть чем заняться. Ну а вторая зона, она на открытой территории. Давайте посмотрим теперь ее. Посмотрите, как красиво внутри. Есть детские лазалки, небольшие лабиринты. И снаружи то же самое. Небольшая горка, фонтаны. Впечатляет, опять же, вот такие вековые деревья, которые были завезены сюда огромными кораблями. И небольшой бассейн. Абсолютно безопасная детская горка. И сейчас нам русскоязычная няня кратко расскажет об этом уникальном клубе. Это наш Ritz Kids, мы так называем наш детский клуб. Он у нас в такой форме круга, как и здесь во всем Ритц-Карлтоне. Здесь все во форме круга. Вот и наш детский клуб тоже не отличается этим, то есть он тоже в форме круга. Вход у нас такой, как домик Тилипузики. Наш клуб открыт детский с 9 утра до 9 вечера каждый день. У нас большая программа, разная. У нас уроки рисования, готовка. То есть мы делаем с детками абсолютно все, что им нравится, разные поделки. Также у нас есть бассейн, он у нас очень мелкий, то есть детки разного возраста могут приходить сюда, не только большого возраста, но и маленького. То есть он у нас полметра. Да, он полметра, безопасный. Горка, она вообще не быстрая, то есть детки не будут с нее вылетать. У нас маленькие фонтанчики тоже здесь есть. Возраст для детского клуба у нас с 4 лет. Детки могут оставаться одни и до 12. До 4 лет они могут приходить с родителями. Или если родители хотят пойти отдохнуть, можно нанять няню. Ритц-Карлтон, сеть отелей с прекрасной репутацией, столетней историей вообще основания бренда. Как вообще происходило все строительство? Так как владельцы, сингапурцы, они за защиту окружающей среды старались очень бережно насыпать острова. Виллы были префабрикованы, и здесь привозили их сюда и просто собирали, устанавливали. Деревья здесь насажены, они все из Мальдив, привезенные. Это было вообще как парк юрского периода. То есть перевозили их полностью с корнями, стоячие деревья. И есть деревья, которые по 70, по 80 лет. Так на каждой вилле можно открыть полностью окна, и вы можете спать абсолютно без кондиционера. Мы сейчас находимся на вилле с 2 спальнями. Посмотрите, какая красота. Открыли в гостиной полностью окна. Виллы с 2 спальнями 450 квадратных метров, еще есть 3. Есть 3, да, которые мы переделываем сейчас на 4 спальни. Ну, так что еще будет вилла с 4 спальнями. Там 1500 квадратных метров. Вообще большая территория. У нас их 14 вилл. 5 на воде, 9 на пляже, есть на закате, на рассвете. Здесь, что интересно, с рассвета полностью вид на горизонт. Нет других островов, которые мешают. Обычно гости говорят, я хочу жить там, где ничего не видно. Ну вот, пожалуйста.
И посмотрите планировку, да, то есть огромная-огромная гостиная с таким вот как мини-баром. И спальня по правой стороне и спальня по левой. В каждой спальне есть свой собственный санузел и есть общий санузел на вилле, да. Душ вот есть большой, уличный на улице, внутри, большая гардеробная, большая ванная. В спальне такая же планировка, как на всех стандартных виллах, то есть это нормально, это стандарты, как в любом отеле. Да. Только эти виллы большие уже отличаются тем, что они не круглые, а прямоугольные. И вот так вот можно заказать ужин. Сегодня на этой вилле, как я знаю, будет ужин у влюбленной пары. Вот они заказали и будут ужинать в приватной обстановке. То есть когда вилла свободна, есть такая опция для гостей. Если вы уже планируете поездку на Мальдивы, оставьте заявку по ссылке под видео. И мы подберем отель под ваши даты, бюджет, состав гостей и формат отдыха. Если хотите добавить рыбалку, обязательно укажите это сразу. Не каждый отель подходит по логистике, и это лучше проверить до бронирования. А если вы пока только изучаете Мальдивы и хотите спокойно сравнить разные резорты, у нас есть отдельный плейлист с обзорами лучших отелей Мальдив. Поэтому подписывайтесь на канал, все это мы делаем для вас. Есть прекрасная зона отдыха в отеле. Тут можно поиграть в обычный теннис, также в американский бильярд. В отеле великолепный теннисный корт. Сюда можно прийти как днем, так же утром и вечером. Смотрите, какая классная площадка для волейбола. Тут могут дети играть, взрослые. Там водный спорт. А если вам рост позволяет, можно вот на этих гамаках полежать. Есть абсолютно все тренажеры профессиональные. Там же зал йоги. И на входе раздевалка. И самое главное, что для гостей бесплатно есть парная и турецкая сауна. Смотрите, какая великолепная раздевалка. С той стороны женская, мы зашли в мужскую. Здесь есть душ, умывальники. Ну и также две сауны. Одна паровая, очень классный запах. И вторая у нас 100 градусов, это финская баня. Можно поливать на камни. На водном спорте есть абсолютно все. Это и гидроциклы, и сибобы, и флайборд, бананы, плюшки всевозможные. В общем, здесь точно не заскучаешь.